Гибель судов в результате утраты остойчивости, когда они находятся в неповрежденном состоянии, считается одной из самых трагических морских катастроф. Характерной особенностью таких происшествий является стремительность процесса опрокидывания. Обычно это занимает от 1 до 5 минут, а иногда происходит моментально. Именно эта молниеносность приводит к многочисленным человеческим жертвам, оставляя шанс на спасение лишь единицам членов экипажа. Многие суда, числящиеся пропавшими без вести, фактически оказались жертвами потери остойчивости. При этом скоротечность катастрофы не позволила даже отправить сигнал бедствия. В таких ситуациях практически невозможно организовать эвакуацию людей или спустить спасательные шлюпки. Каждый инцидент, связанный с потерей остойчивости, подвергается тщательному расследованию со стороны опытных моряков и квалифицированных специалистов в области судостроения. Причины подобных катастроф разнообразны. В некоторых случаях виной становятся неконтролируемые природные явления. Образование льда на поверхностях судна или намокание палубного груза, что приводит к смещению центра тяжести корабля вверх и критическому снижению остойчивости. В других ситуациях проблема кроется в конструктивных недостатках или ошибках при проектных расчетах, суть которых в недостаточном запасе остойчивости. Однако большинство подобных катастроф происходит из-за нарушения правил эксплуатации или пренебрежения морской практикой. Несмотря на современный уровень инженерных знаний и многовековой опыт мореплавания, статистика последних десятилетий показывает, что случаи опрокидывания судов продолжают происходить. История сохранила множество примеров таких катастроф. В 1872 году английский военный фрегат «Эвридик» стал жертвой внезапного шквала. Находясь всего в 2 милях от пристани, корабль попал в узкую полосу урагана, накренился под воздействием ветра и волн, потерял остойчивость и опрокинулся, унеся жизни всего экипажа. Японское судно «Райфуку Мару» погибло в Атлантическом океане в 400 милях от Бостона. Несмотря на то, что поблизости находился лайнер «Гомерик», сильный шторм не позволил оказать помощь. Предполагается, что причиной катастрофы стало смещение груза в трюмах. В декабре 1944 года американские военные корабли Третьего флота столкнулись с тайфуном около острова Лусон. Эсминцы «Спенс», «Холл» и «Моноген» приняли большое количество воды через вентиляционные шахты, получили критический крен и опрокинулись. Статистика показывает, что значительная часть из 75 американских тунцеловных судов, потерпевших крушение в 1957-1960 годах, погибла из-за недостаточной остойчивости. При волнении палуба этих судов легко заливалась водой даже при небольшом крене. Особого внимания заслуживает проблема остойчивости лесовозов. Вопреки распространенному мнению о безопасности перевозки леса, этот груз может представлять серьезную опасность. Пример тому – западно-германский лесовоз «Зея Фогель», затонувший в 1960 году в Балтийском море из-за смещения палубного груза. Не менее опасны и сыпучие грузы. Показательным примером служит случай с японским теплоходом «Кашимару», перевозившим уголь. Судно затонуло в Японском море в январе 1966 года, после чего никаких следов корабля и экипажа обнаружено не было. Испанский теплоход «Монте Паламарес», следовавший по маршруту Норфолк-Ванкувер, Испания, попал в сильный шторм 10 января. В результате смещения зернового груза судно получило опасный крен в 30 градусов, находясь в 840 милях восточнее Бермудских островов. Через 3 часа после первого сигнала бедствия капитан отдал приказ об эвакуации. Несмотря на оперативное прибытие авиации береговой охраны США и спасательных судов, удалось спасти только 6 человек из 38 членов экипажа. По их свидетельству, теплоход, построенный в 1961 году
и имевший водоизмещение 6 тысяч брутторегистровых тонн, затонул вскоре после эвакуации. 14 января у Готска-Санде произошла трагедия с финским теплоходом Куутсала. Во время сильного шторма смещение груза кирпича привело к опрокидыванию судна. 17 членов экипажа были спасены, но капитан и старший помощник, оставшиеся на борту, погибли. Теплоход, построенный в 1955 году, имел водоизмещение 1250 тонн. 19 января западногерманский теплоход Крем-Сертер, перевозивший железную руду из Черного моря в Браке, столкнулся с жестоким штормом у острова Корнуэлл. Поступление воды через вентиляцию трюма привело к сильному крену. Экипаж из 33 человек был эвакуирован вертолетами на буксир «Атлантик». Попытки буксировки оказались безуспешными, и судно, построенное в 1962 году с водоизмещением 12 900 тонн, опрокинулось и затонуло. Норвежское судно «Иоселин» стало жертвой смещения грузоизвестняка 21 января 1966 года в Балтийском море между островами Готланд и Элланд. Потеряв остойчивость из-за смещения 1850 тонн груза, теплоход опрокинулся. К счастью, экипажу удалось успешно эвакуироваться на шлюпках до острова Элланд. Судно было построено в 1961 году и имело водоизмещение 500 тонн. Эти случаи демонстрируют, что абсолютно безопасных с точки зрения опрокидывания судов не существует. Даже судно с хорошей остойчивостью может перевернуться при неблагоприятных условиях и несоблюдении основных правил морской практики.